Всем привет, меня зовут Сергей Игрушкин, я программист компании BadPixel, и сейчас я вам расскажу, какие мы системы разработали для редактирования и наполнения мира DeadSide, как при этом модифицировали Unreal Engine и как вообще, собственно говоря, проходит сборка игры, что называется, изнутри. У нас в DeadSide существует три типа активности NPC, то есть враждебных персонажей. Это случайные встречи или энкаунтеры, патрули и миссии. Вот давайте начнем со случайных встреч. Есть какая-то на карте у нас в мире область, какая-то зона, например, вот этот вот хутор. И мы хотим здесь создать случайную встречу, чтобы игроки, периодически пробегая мимо, где-то там по дорогам, сталкивались здесь с какими-то противниками. Начинаем с добавления объекта специального, который называется геймплейная зона. Он может в себя включать энкаунтеры, он может в себя включать миссии. Это нам позволяет сделать так, чтобы в одном и том же месте игрок не встречал постоянно одних и тех же противников, допустим, бежим один раз, смотрим, тут каннибалы ногу едят. Через несколько часов бежим обратно, а тут бандиты, две группировки бандитов сражаются, перестреливаются. Или если здесь нет никаких энкаунтеров, здесь может создаться какая-нибудь простенькая миссия, которая будет всем видна и которую уже игроки могут приходить выполнять. Итак, мы добавили объект геймплейная зона и, собственно говоря, добавим сам объект encounter. Encounter у нас по умолчанию радиус у него активации 100 метров, это число в сантиметрах. Unreal Engine вообще из коробки, что называется, не очень хорошо работает с большим количеством персонажей. Мы потратили весьма много времени и усилий для того, чтобы все прооптимизировать, для того, чтобы у нас было столько персонажей, столько NPC, сколько мы хотим. Но эта тема, конечно, для отдельной беседы, и она будет очень технической. Только программисты смогут понять вообще, о чем там идет речь. Ну, вот сейчас для тестов давайте оставим 100 метров. Собственно говоря, вот этот вот желтый радиус показывает область, в которую игрок, допустим, бежит по дороге, входит в эту область, и здесь создаются мобы, монстры, противники. 100 метров сейчас для теста нам вполне хватит. Есть еще шанс срабатывания, пусть у нас будет 100 метров. Теперь в этот энкаунтер мы добавляем объекты, которые называются спаунеры. Это объекты, которые создают уже врагов в игре, когда энкаунтер срабатывает. Мы можем поставить этот объект куда хотим. И отдельно хочу обратить внимание на редактирование. Дело в том, что наша компания уже не первый десяток лет занимается разработкой игр, и мы очень хорошо знаем, что удобный инструментарий, который позволяет сократить количество ошибок на стадии сборки, создания игры, это вообще залог хорошего качественного продукта. Поэтому очень много внимания мы уделяем автоматизации и проверке ошибок. Вот, например, этот спаунер, если мы его пытаемся засунуть под землю, он сам оттуда вылезает. Если мы его пытаемся поставить в забор, он выравнивается по забору. И он, кстати, сейчас показывает своим красным цветом, что есть какая-то ошибка. Это потому, что мы не назначили набор персонажей, из которых он будет рандомно спаунить какого-то персонажа. Итак, давайте создадим еще двух персонажей. Клонируем этого. Пусть они у нас здесь стоят. И развернем их таким образом, чтобы они смотрели друг на друга в центр. То есть как будто они тут стоят и разговаривают. Ну, давайте еще одного добавим персонажа, который будет у нас ходить вокруг хутора и смотреть, все ли в порядке. Вытащим его сюда. Как же нам его заставить ходить вокруг хутора? Есть специальный тоже компонент, нами разработанный для маршрутов. Он называется Road, то есть маршрут. И позволяет нам задать waypoinты, по которым будет ходить персонаж. В Unreal Engine есть встроенный компонент, который обладает
немного похожей функциональностью, это называется Spline, но редактирование у него, ну, мягко скажем, совсем не такое удобное, как нам бы хотелось, и вообще он немножко для других целей предназначен. Здесь мы можем делать новые вейпоинты, по которым будет ходить персонаж. Тоже обратите внимание, что если мы двигаем waypoint, между ними автоматически ищется путь, как пойдет персонаж в игре. Это сделано для того, чтобы левел-дизайнеру не приходилось на глаз выставлять вот эти waypoinты, а потом постоянно в игре сидеть в кустах и смотреть в бинокль, как там персонаж на самом деле ходит. Если мы попытаемся, например, этот waypoint поместить за препятствие, то путь автоматически переищется. Если мы этот waypoint поместим в какой-то объект, куда совсем, ну, никак пройти нельзя, внутрь вот этой бочки, то все подсветится красным цветом. Это будет значить, что у нас есть какая-то ошибка. И это очень хорошо заметно в редакторе издалека. Итак, пусть у нас персонаж этот наш ходит каким-то вот таким вот образом. Вот. Видно, что от спаунера также простраивается путь до вейпоинта. Ему можно задать, в какую сторону он будет ходить, с какого вейпоинта он будет начинать. Пусть он вот с 4-го начинает и ходит куда хочет. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. В принципе, у нас готов первый энкаунтер. Да, еще хотелось бы отметить, что у нас выводится общий путь, общая длина пути и время, за которое персонаж пройдет весь этот путь, если он будет идти шагом. Это достаточно удобно для того, чтобы оценивать, например, делаем несколько патрулей и настраиваем их таким образом, чтобы между ними все-таки можно было там игроку пройти для какой-то там цели, не знаю, на миссии, например. В принципе, вот у нас готов первый энкаунтер. И давайте сейчас быстро сделаем второй энкаунтер. Второй энкаунтер у нас будет засадой. У него будет небольшой радиус, порядка 25 метров, да. И время ожидания для теста, опять-таки, поставим 20 секунд. Шанс срабатывания 100%. То есть, если игрок пробудет в этом радиусе 20 секунд, этот энкаунтер включится. Допустим, игрок пришел на хутор и лутается. Там, в сарай зашел, в дом, походил, посмотрел, что тут и как. Прошло 20 секунд, и прибежали откуда-то персонажи и начали... Как будто они услышали, что он там дверьми хлопает или, я не знаю, топает. Сделаем также спаунеры для этого энкаунтера. Ну, я думаю, их надо засунуть подальше, чтобы не было видно, как... А, вот у нас, кстати, да, есть отличная хижина в лесу. И пусть эти персонажи вот здесь вот создаются. Пусть у нас будет 4, например, персонажа. Вот так вот. Теперь нам надо их заставить прибежать, собственно говоря, на хутор. У нас есть специальный объект. Это глобальный роут или глобальный маршрут, по которому могут ходить несколько сразу персонажей. Добавим его в мир. Он точно так же настраивается, только чуть-чуть отличается. Индивидуальный роут у нас квадратный, а этот круглый. Точно так же настроим его. Ну, пусть вот так вот будет, как будто они проходят через сарай, обходят вокруг дома и заходят за дом в поисках нашего персонажа. И теперь выберем наши спаунеры, назначим им путь и увидим, как они прилинковались к нулевому вейпоинту. Но это, наверное, не очень хорошо, что они все бегут к одному и тому же вейпоинту. Давайте возьмем двух вот этих вот персонажей и отправим их к первому вейпоинту, чтобы они так вот в клещи брали игрока. И пусть они обходят у нас по часовой стрелке, то есть вот так. А вот эти два
персонажа пусть у нас обходит против часовой стрелки. Вот, собственно говоря, все. Мы создали геймплейную область, в которой у нас есть два энкаунтера. Один энкаунтер — это бандиты, которые спаунятся, когда игрок входит в радиус. А второй энкаунтер — это засада. Когда игрок проводит слишком много времени, 20 секунд на этом хуторе, прибегают вот эти вот товарищи. А теперь можно посмотреть, как все это будет выглядеть в игре. Я добрался до хутора, меня никто не заметил. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вокруг хутора должен ходить один патрульный. Пока я его не вижу. Но он в любой момент, вон он идет, может появиться, поэтому лучше спрятаться за кустами. Кстати, про прятание за кустами мы чуть попозже расскажем. Тоже сделали систему. Вот товарищ. Теперь надо быстро бежать, потому что если остальные противники не услышали, как он умер, мы можем их застать врасплох. Ну-ка. Отлично. Должен быть еще третий. Ух ты, зараза. Я так легко с ними разделался, потому что знал, где они стоят. Потому что мы только что собирали этот энкаунтер. Вот, кстати, бинты пригодятся. И теперь давайте изобразим, как будто мы тут бегаем, их лутаем. Потому что сейчас должен сработать энкаунтер засады, который мы собрали. Штаны, перчатки. Эти ребята должны бежать, как вы помните, вот отсюда, от той хижины. Поэтому, чтобы они меня пока не заметили, выходить туда не будем. Я думаю, лучше всего их ждать вот здесь за домом. Или, может быть, даже... Нет, лучше подождем за домом. Как вы помните, двое должны побежать примерно вон туда, а еще двое должны побежать примерно вот сюда. И давайте их тут будем сидеть ждать. Ага. О. Они услышали, как умер их друг, и сейчас, скорее всего, все ребята сбегутся. Запросто могут меня обойти с этой стороны, поэтому лучше туда-сюда бегать, проверять, что происходит, и взять дробовик для близких контактов. Ой-ой-ой. Есть. И, скорее всего, судя по звуку, где-то тут еще... А, вот он. Куда-то побежал сюда. Ты зря сюда побежал. Ну, собственно говоря, вот мы. А, я даже не получил вообще никаких повреждений. Я крут. Вот, собственно говоря, мы потестили два энкаунтера, которые только что собрали. Все работает, все прибегают, все стреляют, все воюют. Теперь давайте посмотрим, как у нас устроены патрули, глобальные патрули, которые ходят по дорогам нашего мира. Вот у меня сейчас выбран один из уже настроенных патрулей. Можно увидеть его маршрут. Он точно так же использует компонент Road, который удобно, легко настраивается. Основная идея заключается в следующем. По маршруту патруля перемещаются точки специальные. Каждая из таких точек представляет собой группу персонажей.
И эта группа персонажей добавляется в мир только тогда, когда рядом есть игроки, которые в состоянии это как-то увидеть. Если точка выходит за пределы радиуса своей активности, если выходит из этого радиуса игрок, то персонажи удаляются. Это позволяет нам реализовать на сервере большое количество персонажей, NPC, которые мы считаем нужным для того, чтобы мир был живым, чтобы реально где-то постоянно что-то происходило. В редакторе мы можем сразу посмотреть, как будут двигаться эти точки, по этому патрулю давайте запустим 5 точек и посмотрим, как это выглядит. Вот у нас поехали точки. Каждая точка движется по хитрому алгоритму, меняет направление движения периодически. И это сделано для того, чтобы игроки не могли составить расписание движения патрулей и сидеть в засаде, ожидая, ага, через 12 минут пройдет патруль, и мы его сейчас весь убьем, расстреляем. Возможно, достаточно неожиданные ситуации, когда в одной точке сходятся несколько точек. Например, вот сейчас едут 3 точки. Если мы сидим вот тут вот в засаде, убив один патруль, мы, еще не успев его облутать, сразу встречаемся с другим патрулем, а тут еще и 3-й патруль подходит. То есть вот эта вот рандомность, это разнообразие, которое не дает заскучать и постоянно подбрасывает какие-то все новые и новые сюрпризы. Помимо того, что мы можем посмотреть, как по патрулям перемещаются точки, да, надо сказать, кстати, что длительность обхода этого патруля примерно 24 минуты, поэтому на самом деле здесь не могут ездить 5 точек, слишком тесно получается, примерно на самом деле будет 1 точка. Но у нас есть и длинные патрули, порядка 2 часов, по ним идут монстры, персонажи, что-то в районе 11 или 12 километров. Огромный патруль, я чуть позже, наверное, даже покажу. Дело в том, что роут у нас очень большой, вот этот вот маршрут, настраивать его сложнее, чем настраивать роут в энкаунтере, был вот на хуторе, где там все перед глазами, все недалеко. Здесь можно как-то ошибиться. Поэтому мы реализовали такую специальную систему, которая позволяет как бы проехать по этому пути и посмотреть, как что выглядит. Вот так вот мы едем по этому пути, как на рельсах, как по рельсам, как на поезде. И можем посмотреть, нормально ли все у нас, ничто у нас никуда тут не залезает ли, нет ли никаких тут проблем. При этом можно даже на самом деле в процессе езды, в процессе движения редактировать точки, редактировать вейпоинты. При этом автоматически перестраивается путь, вот розовой линией он виден, и камера автоматически выравнивается по этому пути. Ну, этот патруль настроен хорошо, здесь ничего править не надо. Это я просто демонстрирую, какие есть у нас возможности. И вот таким вот образом едем, можем даже отключить отображение всех патрулей и можем посмотреть, поездить по нашему миру, посмотреть на него глазами машиниста. Очень познавательно. Иногда так поездить. Ну, я думаю, общая идея понятна. Сейчас я загружу весь мир, тот, который будет доступен на альфа-тесте, и мы увидим, как двигаются сразу множество точек патрулей. Итак, я загрузил область мира, которая будет доступна на альфа-тесте, и вы можете видеть, здесь достаточно много проложено патрулей. И вот так вот все будет выглядеть, когда мы включим отображение точек патрулей. 25, наверное, надо чуть побыстрее. Видно, что достаточно плотно наполнен мир этими патрулями. И при этом, если, например, вот в этой области, здесь вот на севере,
нет игроков, то персонажей противника там, собственно говоря, тоже нет. Там просто ездят вот эти вот точки, которые не тратят ресурсов, практически не тратят ресурсов сервера. Если же туда придет персонаж, они заспаунят персонажа противника, и можно будет с ними пострелять, повоевать. Вот, собственно говоря, я рассказал о тех ухищрениях и тех системах, которые мы разработали для того, чтобы сделать наш мир живым. Мы постоянно об этом говорим и будем продолжать говорить, что мы не хотим получить на выходе каких-то унылых мобов, которые стоят на поле, ну, будем называть откровенно, мы не хотим делать зомби, с которыми неинтересно воевать, с которых ты не получишь никакого лута. Мы хотим сделать противников, с которыми воевать интересно, с которыми воевать сложно, с которыми воевать опасно, которые запросто могут устроить вам засаду. Вы можете на дороге, неаккуратно вступив в бой с патрулем, получить проблем от другого патруля, который неожиданно со спины к вам подойдет. Вы с этих противников, убив этих противников, вы сможете забрать с них какие-то там ценные полезные вещи, а с миссий так там вообще очень полезный и редкий лут, который больше вы в игре нигде не встретите. Ну ладно, это все лирика, давайте лучше посмотрим, как работают патрули в самой игре. В игре существует специальный режим отображения, дебажного отображения точек патруля, подобно тому, как мы его видели только что в редакторе. Можно в игре примерно посмотреть, где находятся патрули. И вот мы видим, что одна из точек патруля к нам подъезжает. Поэтому давайте выключим дебажное отображение и встретим этот патруль. Сейчас радиус спауна для тестовых целей маленький, порядка 25 метров. Сейчас мы должны в реал-тайме увидеть, как родятся мобы при нашем... Вот, собственно говоря, они родились, убили двух своих и убили меня. Вот примерно так это все и происходит. Разумеется, в игре это будет на гораздо большем расстоянии, порядка 500 метров будут спауниться патрули, но, тем не менее, как это все работает, мы посмотрели. И в завершении я хотел бы показать, как работает наша система зрения для противников компьютерных. Как вы знаете, значительная часть нашего мира покрыта лесами и всевозможными зарослями, в которых очень удобно прятаться. Для ПВП тут как бы все работает само собой. Если вы спрятались, вас другой человек не видит, или другой человек спрятался, и вы его не видите, все честно. Вот в случае ПВЕ, в случае компьютерных противников все сложнее. Если вы смотрели наш первый стрим в январе, который был, там было много достаточно таких моментов, когда NPC начинали стрелять в игроков, а игроки даже не понимали, откуда в них стреляют, куда бежать и что делать. И нам задавали много вопросов, как мы собираемся с этим бороться, как мы собираемся не допускать таких ситуаций, чтобы противники видели нас насквозь через подлесок. И вот сейчас я продемонстрирую, какую систему зрения мы разработали, чтобы игроки и NPC были примерно в одинаковых условиях. Вот этот вот товарищ у нас стрелять не будет, за нами бегать тоже не будет, он наш подопытный кролик, и мы будем на его примере показывать. Это тестовая локация, не пугайтесь, здесь несколько кустов и несколько елок. Итак, вот эти зеленые линии, это сектор обзора персонажа. Желтая сфера нас сейчас не интересует, это слух. Вот зеленая сфера, это то, где нас видит этот противник. Если мы, например, зайдем за куст, он нас видит. Но если мы, например, ляжем, он нас видеть перестал. Или если мы, например, сядем, он точно так же нас не видит. Если мы, сидя, начинаем двигаться, он нас начинает видеть. Если мы встаем и отходим на некоторое расстояние,
то начиная с определенного расстояния, он нас тоже перестает видеть. Таким образом, кусты, деревья и прочие такие природные объекты, они для зрения NPC работают тем лучше, чем дальше они от персонажа, от компьютерного персонажа. Это, в принципе, в жизни так оно и есть. Если вы подойдете в упор к кусту и посмотрите сквозь него, он состоит из веток и листьев, много свободного пространства, и вы видите хорошо, что там за ним. Но если чем дальше вы отбегаете, тем сильнее он сливается в одну зеленую кашу, и тем хуже вам видно, что находится за ним. Вот нечто такое же мы сделали для персонажей АИ. При этом они, естественно, еще учитывают видимый им, как будто бы в каком размере они видят нашего персонажа. Как я уже показал, если мы стоим, он нас видит постоянно. Если мы присели, он нас перестал видеть. Если мы легли, то он тоже, соответственно, перестанет видеть. При этом еще также учитывается перемещение. Известно, что неподвижную цель, неподвижный объект замаскированный увидеть значительно сложнее, чем движущийся. Поэтому у нас учитывается скорость перемещения персонажа. Например, если мы отбежим таким образом, чтобы он нас перестал видеть, и пойдем шагом, наверное, еще вот на таком расстоянии, он нас не видит, не замечает. Но если мы на таком расстоянии побежим, он нас сразу увидит. Более того, если мы отойдем на такое расстояние, когда он нас не видит, бегом, и побежим с шифтом, то есть спринт очень быстро, он нас увидит даже с такого расстояния. Если мы, например, сейчас бежим далеко, вот на этом расстоянии, сейчас сквозь этот куст, он нас перестает видеть даже в режиме спринта. Ну, примерно где-то вот здесь. Соответственно, если мы прячемся в каком-то глухом подлеске совсем за двумя кустами, он нас не будет видеть, когда мы перемещаемся. Если мы выходим на более-менее открытое пространство, пытаемся вылезти из подлеска и его атаковать, он нас начинает видеть. Но это еще не все. Даже если мы находимся где-то далеко, спрятались сильно в кустах, и стреляем, не обязательно, причем даже в него, а просто стреляем, он нас на короткое время начинает видеть. Это имитация того, что он как бы слышит, откуда произошел, где произошел выстрел, видит, я не знаю, там всполох от выстрела или там дым какой-то. И то есть с этой системой не получится засесть в кустах, подождать, пока к тебе подойдет патруль, и расстрелять этот патруль из кустов, а он тебя даже в этот момент не видит. Вот, например, здесь у нас есть подобие нашего леса, и видно, что в таком лесу, ну, практически вас незаметно, даже если вы в этом лесу будете бегать. Разумеется, все эти параметры, все коэффициенты, насколько вас перекрывает большая ель, насколько перекрывает маленький куст, какие коэффициенты заметности при спринте, при движении шагом или при движении лежа, это все будет настраиваться таким образом, чтобы было приятно играть и чтобы было все здорово и прекрасно. Вот, собственно говоря, очень коротко про систему зрения. И я думаю, на этом надо завершить наш большой ролик о том, как у нас игра устроена изнутри, как мы ее собираем и что мы делаем для того, чтобы было вам интересно играть. Всем спасибо за внимание, всем пока.